Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим, очень вкусную запеканку. Она проста в приготовлении, но результат превысит все ваши ожидания. Итак, давайте приступим. Ну а теперь что нам понадобится для приготовления запеканки? У меня в 3 пачках 650 грамм творога. Творог у меня жирностью 7%. Вот от 5 и выше будет вкусная запеканка, если вы будете пользоваться творогом с такой жирностью. 150 грамм сахара, 100 грамм сметаны, 1 грамм ванилина, 3 яйца мелкие. Если у вас крупные яйца, можете взять 2. Значит, 100 грамм размягченного масла и 100 грамм манки. Итак, приступим. В миску я выливаю всю сметану, высыпаю весь сахар, высыпаю ванилин. Все это венчиком перемешиваю. Друзья мои, в таком замесе есть смысл, потому что нам нужно, чтобы манка набухла в сметане. Вот теперь, после того, как я добавила манку в смесь сметаны и сахара, теперь можно вбивать яйца. Добавляем яйца и опять хорошо все растираем. И вот теперь пришла уже очередь творога. Добавляю творог и добавляю размягченное масло. И теперь все это разминаю просто вилочкой. Вот так с помощью одной вилочки я размешала творог со всеми остальными составляющими нашего рецепта. Дело в том, что я люблю, когда в запеканке сохраняется структура творога. Поэтому я его не буду пробивать блендером, а оставлю вот в таком состоянии для набухания манки. Значит, за эти полчаса вы можете вымыть посуду, включить для нагрева духовой шкаф. Духовой шкаф включаем на 180 градусов. Я выбираю режим конвекция вверх-вниз. Именно на этом режиме у меня хорошо выпекаются и мучные изделия, и мясные. Я к нему привыкла, поэтому им и сейчас и воспользуюсь. Друзья, форму для запекания вы можете выслать пекарской бумагой, а можно сделать следующим образом. Я взяла стеклянный противень и теперь кусочком масла обмажу все стороны противня. Для этого достаточно кусочка 20-25 грамм. А теперь растертое масло посыплю панировочными сухарями. Эти панировочные сухари делала я сама. Желательно, конечно, чтобы они у вас были собственного, так сказать, производства. Если нет, то воспользуйтесь магазинными. Но сухари, которые сделали вы сами, они всегда будут гораздо вкуснее покупных. Почему вкуснее? Да потому что вы знаете, из чего вы их делаете. Знаете, что тот белый батон, который вы покупаете, он вкусный, он вам нравится. А в магазине уже делают из любого белого хлеба. Даже там могут быть какие-то другие добавки, кроме сухарей. Друзья, время вышло, и теперь я перекладываю тесто в форму для запекания.
Какая красивая структура. Как же мне все-таки нравится, когда кусочки творога видны в запеканке. Я эту запеканку помню с детского сада. Распределяем равномерно тесто по всему противню. И прямо вот в таком виде ставим в духовой шкаф. Готовиться запеканка будет до золотистой корочки, которая появится на поверхности теста. Друзья, вот такой запеканка имеет вид после того, как я ее достала из духовки. Она еще очень горячая, ей нужно дать остыть. И после того, как она остынет, я разрежу ее на порционные кусочки и посмотрим, какая она будет в разрезе. Друзья, ну вот такая запеканка получилась. Я ее уже попробовала. Вы знаете, это такое объедение, но можно не остановиться. Необыкновенно вкусная, только нужно дать ей остыть. Ну а я, как всегда, приглашаю вас подписаться на канал, поставить лайк, если понравилось видео. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.